Всем привет! С вами Павел Соколов. Сегодня я расскажу про Buwiss 3.0. Такой кубик. Заказал еще в апреле, его предзаказ сделал. И только в августе он пришел. Его, значит, отгрузили в начале августа, и где-то за недельку из Словении до Москвы, быстро достаточно, он добрался. Что это за штука? Зачем он нужен? Когда собираем мы модели разные или даже самоделки делаем, везде чувствуется, что недостаток мощности присутствует. Или модель получается медленная, чтобы она могла карабкаться на какие-то препятствия, горки. Или же более скоростная немного модель, она уже не может преодолевать препятствия. Хаб уходит в перегрузку, он оранжевеньким начинает мигать, и все. То есть вот этот кубик, он должен решать все эти проблемы. Значит, разница в габаритах приличная на самом деле и в весе. Хаб я сейчас взвесил около 210 грамм против 80 у Buwiss. И он еще компактнее. Также здесь имеется два выхода старых Power Functions, на которые, по моей задумке, пойдут баги-моторы. Конечно, не терпится его попробовать, на что он способен, настолько ли все хорошо, как нам обещают. И я собрал на базе вольвовских запчастей колеса. Колеса здесь больше я поставил эти для вида. Машинку-то я собирал на таких 75-х колесах. Эти немного у меня упираются, не дают подвеске работать. Это здесь не главное. Главное здесь, значит, непосредственно баги-моторы. Напрямую быстрый выход. Один идет вперед. Дифференциал старый, чтобы сильно не понижать, если новый использовать, это будет 12-28, а здесь 20-28. Правда, в ступицах, планетарные ступицы в 5,5 раз еще понижают. И второй движок тоже напрямую на заднюю ось, точно так же. Посмотрим, потянет ли Buwiss эти движки. И на руль здесь стоит у меня обычная элька, тоже с Volvo ее снял. Осуществляет рулевое управление. Volvo, которую я собирал на двух хабах, тоже она, на самом деле, она получила немного прибавку мощности, конечно, и в скорости, но кардинально эта ситуацию не поменяла. Значит, с какими нюансами я столкнулся, когда получил вот этот кубик и начал его использовать. Я люблю управлять, мне больше нравится с джойстика. Это удобнее, курками удобно дозировать усилие на газ. И также руль тоже можно плавненько, удобнее, чем на смартфоне. На кнопки, когда не смотришь, и они физические, ты знаешь, что ты ее точно жмешь. А по экрану ведешь, обратной связи у тебя нету. Поэтому не очень удобно, мне кажется. Но, значит, приложение, которое позволяет подключать джойстик Brick Controller 2, оно обновлялось, я посмотрел, 7 месяцев назад, крайний раз. И поэтому, когда я пытаюсь подключить мой Buwiss, он пытается, но не может подключиться. Я надеюсь, что это приложение в каком-то скором
времени обновиться, получит поддержку вот этот кубик. Значит, приложение Buwiz 2 месяца назад только стало поддерживать Buwiz 3.0. Официальное приложение. Вот. И пока, значит, пользуемся только им, управляем со смартфона. Это то, что касается нюансов. Все, теперь надо попробовать, на что способен вот этот небольшой, но дорогой кубик. Я подключил Buwiz, колеса поставил, нормальные, рабочие. И вот такой испытательный стенд у нас. С мягкими ограничителями. Сейчас будем пробовать. Поехали. Газку поддай. Оба-на. Давай, внедорожные препятствия. Разворачивайся. Назад на плед заедет, нет? Перевернулся. Газку, газку еще. Назад. Давай назад. Поедет? Не, дифференциалы свободные. Ставь. Потихоньку давай. Дубль следующий. Погнали. Не справился с управлением. Так. Давай, давай, давай. Есть. Зацепилась. Ну, это не на полную катушку. А так потихонечку. Ну-ка назад чуть-чуть. Давай. Это чуть-чуть. Я прям слегка нажал, и он поехал. Ну, а давай, покажи чуть-чуть. Вот сейчас заедешь и полный газ прямо. Давай. Неуправляемая техника. Еще раз. Давай еще. Очень быстро. Да, вот такой вот аппарат. Я даже не успеваю рулить. Ну-ка, нажми чуть-чуть, пусть покрутится колеса. Это не на всю катушку. А на всю? А потихоньку? Рулем покрути. Ну все, тест-драйв окончен, успешно завершен. Ну что, мы провели испытания. И действительно, этот маленький кубик лупит как следует. Что насчет модельки такой хочу
сказать, что ну так неправильно подключать движок один сюда, другой сюда. То есть я вижу в приложении, если немного газу даешь, сюда идет больше тока, и он стоит на месте. То есть, когда мы на гладильную доску, на наш испытательный стенд заезжали, вся нагрузка сзади, эти колеса проворачиваются, а здесь еще не хватает мощности, чтобы провернуть. Я так понимаю, что нужно им делать общую ось, и чтобы они одну ось крутили. Или через дифференциал, может быть. Но на самом деле надо бы и сюда поставить блокировочку. И межосевой, не знаю, насколько нужен, тоже здесь лучше с блокировкой. И тогда вообще будет хорошо. Но мощности хватает. Это самое главное. Вот на этих колесах. И баги получилась прочная. Конечно, у нас бывало отваливались. И колеса, ну вот эти вот рычаги, это такое более-менее слабое место. Модель вываливается. Ну, при сильных падениях. Конечно, мы там делали мягкие батуты, можно так сказать, чтобы падать. Чтобы конструктор наш не развалился сильно. Но и даже на пол модель падала. Ну, собираешь, шрузы вставляешь. Шрузы, вот эти нового образца в этих ступицах, бедолаги, я смотрю, уже на них небольшая выработка появилась, потому что они молотят у нас. И мотор, кстати, не только по току, а вот так я даже трогаю, да, покатались там 5 минут 10. Этот мотор теплый, этот не особо. То есть надо им нагрузку распределять равномерно, давать им общую ось, чтобы передний мотор заднему тоже помогал. Все, выводы такие, что, наверное, все-таки стоит он своих денег, этот Бувис, хоть и немало, конечно. Вообще классно было бы, если приложение Brake Controller 2 начнет все-таки поддерживать Бувис 3.0. Не знаю, когда это произойдет ли вообще. Хотелось бы с джойстика управлять. Вот. Также с приложения с этого я управлял Volvo, которая была у меня на 2 хабах. Есть такая опция, там степпер мотор, что-то такое называется. То есть поставил 90 градусов, щелк-щелк, следующую передачу включаешь. В этом приложении Бувиза я не знаю, как это сделать. То есть сейчас через Бувиз я, наверное, не могу реализовать коробку передач из Лего. Ну, такие есть нюансы. Ну, еще этот третий Бувиз, он в начале своего пути только начал продаваться. Я надеюсь, что все будет дальше сильно лучше. Про комплектацию я не сказал, вот так он пришел. Значит, шнурок. Какая-то книженция. Показан фордешник этот. Баги. Еще можно что-то тут почитать. И вот самое интересное. На свои модели лепить можно, чтобы все видели, почему она у вас лупит как дурная.
сегодня это все. Всем пока.